Здравствуйте, мои дорогие девочки! Я рада приветствовать вас на канале Маргарита Таро. Мои хорошие, вчера читала ваши комментарии и поняла, что один и тот же вопрос повторяется снова и снова. Посмотрите, пожалуйста, именно июль и личную жизнь. Вот об этом вы просили меня. И знаете, чем больше я думала об этом раскладе, тем сильнее было ощущение, что откладывать его уже нельзя. Сегодня мы с вами смотрим только личную жизнь на ближайший период. Берем ближайший месяц, июль. Мы посмотрим, чего вам ожидать, какие мужчины, возможно, появятся, проявятся, да? Что нам покажут карты. Вот такая вот у нас с вами сегодня будет тема. Не забывайте, что расклад смотреть обязательно нужно до конца, его нужно пройти со мной. В конце мы по традиции проведем практику. Она сегодня будет направлена на то, чтобы помочь вам внутренне открыться именно тем отношениям, которые принесут вам стабильность, которые принесут счастье, уважение и обязательно взаимность. Мы постараемся настроить сердце так, чтобы в вашу жизнь приходили не какие-то случайные люди, да, а именно мужчина, с которым можно строить здоровые отношения. Ну а пока настройтесь на проведение расклада, проговорите свое имя. Из мужчин никого представлять сегодня не нужно. Сделайте глубокий вдох, очень медленный выдох. И мы начинаем. Что карты хотят рассказать о вас сегодня. Смотрим. Очень интересные карты выходят, девочки. Сейчас расскажу, что я вижу. Знаете, здесь очень сильная энергия боли идет. Для кого-то боль может быть связана с вашим телом. Возможно, совсем недавно вы получили какую-то травму. Вы ударились, вы порезались, вы споткнулись во время каких-то там бытовых дел, да, неудачно упали и до сих пор ощущаете последствия какой-то старой травмы. Еще может проиграться у некоторой части аудитории операция. В недавнем прошлом вы перенесли какое-то вмешательство, но до сих пор еще полностью не восстановились. Для кого-то эта карта говорит о другой боли, о той, которая осталась внутри вас после событий прошлого. То есть боль, она у одной части проиграется как именно физическая, а у другой части аудитории как боль душевная, которую вы до сих пор не смогли отпустить. Знаете, карты здесь показывают даже не саму ситуацию, а то, что она оставила после себя. Потому что внутри вас живет осторожность. Иногда вы даже сами этого не замечаете, но именно какой-то такой вот жесткий прошлый опыт, он заставляет вас останавливаться там, где можно было бы спокойно сделать шаг вперед. Как будто жизнь уже открывает перед вами новые возможности, но внутри все равно появляется мысль. А вдруг сложится не так? Вдруг опять те же грабли? Вдруг я опять допущу какую-то ошибку? Именно вот этот внутренний страх, он очень ярко показан, не в сигнификации. С одной стороны, знаете, перед вами уже начинают открываться какие-то новые возможности, новые пути, дороги. И судьба как будто говорит: а ты пробуй, иди, и все получится. Но с другой стороны, вы как будто продолжаете стоять на одном и том же месте. Вот стоите вы, не делаете ни шаг вперед, ни шаг назад. Не потому что не хотите двигаться дальше, а потому что внутри все еще остается то, что давно пора отпустить. Знаете, есть такое ощущение у меня, что какая-то история уже закончилась, но мысленно вы время от времени к ней возвращаетесь, и вы ее не отпускаете. Так, давайте дальше немножко еще посмотрим, какие подсказки нам карты дадут.
Знаете, а счастье ваше, оно не исчезло. Счастье ваше, оно не потерялось в дороге. Оно не находится в каких-то чужих руках. Все, что должно прийти в вашу жизнь, оно уже к вам идет. И знаете, я скажу даже более того. Очень многое сейчас зависит именно от вас, от вашего внутреннего состояния и готовности открыть какую-то для себя новую страницу. Знаете, такое ощущение у меня, как будто вы продолжаете тратить силы на то, что давно не приносит вам никакого результата. Как может проиграться? Вы хотите что-то закончить, возможно, исправить, довести до какого-то идеала. Может быть, даже думаете, что вот еще один шаг, да, вот еще немного, еще одно усилие, и все получится. Но я здесь вижу немножко другое. В вашей ситуации не все нужно заканчивать. Есть вещи, которые достаточно просто взять и отпустить. Знаете, мне даже идет ощущение, как будто вы держите в руках что-то, что давно стало тяжелым грузом. Это может быть ситуация, человек, чувство вины, возможно, или какие-то постоянные мысли о том, что когда-то, в какой-то момент вы сделали неправильный выбор, и можно было поступить, ну, как-то иначе. Здесь карты говорят: перестаньте вкладывать свою энергию туда, где жизнь уже закончила свою работу. Вам сейчас нужно просто взять и освободить это место. Обязательно. Еще кое-что интересное такое вам расскажу. Порой вам кажется, что окружающие видят вас не, знаете, скажу так, ну, обычной, такой самой простой женщиной. Но это не так. Есть люди, которые на вас смотрят другими глазами. Они видят вас привлекательнее, интереснее, моложе, чем вы себя ощущаете сами. Вы умеете очень красиво говорить. Вы умеете достойно держаться в обществе. Вы умеете производить на себя впечатление. Просто сами вы очень редко смотрите на себя глазами других людей. При этом периодически у вас возникает ощущение одиночества, знаете, как будто есть вот люди вокруг вас, но все равно бывает чувство, что будто бы, знаете, вот самые важные переживания остаются только с вами. Именно поэтому здесь я вижу, знаете, такой образ клетки, прям вот клетка. Но на самом деле это не клетка, которую построил кто-то другой. Это скорее ваши внутренние ограничения, привычка держать очень много в себе внутри и не позволять себе окончательно отпустить прошлое. Прям вот тема прошлого тянется в сигнификацию у меня сегодня. Сегодняшний совет карт для вас, он звучит просто. Перестаньте мучить себя тем, что уже никак, просто невозможно изменить. Не возвращайтесь мысленно туда, где все уже случилось, где все уже произошло. Если что-то давно просится уйти из вашей жизни, просто позвольте ему уйти. Иногда хватает просто взять и отпустить одну мысль, один какой-то предмет, да, чтобы буквально на следующий день почувствовать, как становится легче дышать. Ну а теперь мы с вами переходим к рассмотрению личной жизни в июле. Что, возможно, у вас начинает меняться, да? Какие подсказки дадут нам карты сегодня? Давайте посмотрим. Личная жизнь в июле. Что вас ждет? Так, мне хочется посмотреть сначала, какая вообще энергия открывается для вас в июле. Прям интересно. Так, давайте смотреть. Так. Знаете, пауза была у кого-то очень длительная, прям такое, знаете, у меня ощущение застоя. Но движение начинается.
И если в последнее время создавалось ощущение, что личная жизнь у вас вообще замерла, то есть вообще никакого движения нет, или, возможно, внимание ваше, да, она уходила на какие-то другие вопросы, то сейчас пауза начинает заканчиваться. А постепенно освобождается место для новых событий. Какие-то вопросы, которые очень долго забирали вашу энергию, силы, они начинают отходить на второй план. И вместе с этим у вас появляется больше внутреннего ресурса. Скажу еще так, меняется не столько внешний мир, который находится вот снаружи вас, да, сколько ваше состояние внутреннее. Вы начинаете легче смотреть на многие вещи. Появляется желание снова и снова общаться. Желание бывать среди людей, выходить в люди, да, замечать какие-то, возможно, новые возможности. Как будто жизнь превращает, возвращает, скажу так, возвращает вам вот ту часть энергии, которая раньше была занята какими-то вот заботами, работой, возможно, бытом, у кого-то ремонт, стройка, да, вот что-то такое я вижу. Так, девочки, как тут интересно показано. Посмотрите, мужские энергии идут. Ничего себе. Так, давайте смотреть. 3 мужские энергии я вижу. Но это не один человек. Это не один человек. Это не один мужчина с разными сторонами характера. Тут карты их четко разделяют. Здесь 3 разные мужские энергии. И каждая энергия со своей историей, со своей ролью в вашей жизни. Как интересно, прям вообще, знаете, мужчины эти, они не похожи друг на друга, вообще абсолютно, это разные люди, разные типы личностей. Один мужчина, он связан с тем, что уже было в жизни вашей, в жизни было, и почему-то не до конца, как будто бы, знаете, потеряла свое влияние. А второй мужчина – это человек, который уже может быть с вами, рядом с вами, ну или, возможно, рядом окажется совсем скоро в окружении. Третий мужчина – это новая энергия, новое знакомство, которого вы не планируете, никак не ожидаете. Девочки, давайте сделаем так, прям вот, честно, сама удивлена. Давайте мы не будем все это смешивать в одну историю. Мы с вами спокойно разберем каждого мужчину по отдельности. Мы посмотрим, зачем судьба приводит именно вот этого мужчину, да, по всем 3 посмотрим, какие реальные намерения, планы, цели, да, ну и так далее. Я думаю, вот дальше расклад продолжать имеет именно смысл в таком ключе, потому что много информации будет, чтобы все это не смешивать здесь, да. Давайте посмотрим. Сначала мы первого мужчину. Сама не ожидала. Июль и сразу 3 новых мужчины. 3 человека. Что-то такое необычное сегодня. Так. Начинаем с первого мужчины, да, которого я увидела у вас из прошлого. Давайте посмотрим, что это за человек. Знаете, он не просто так появляется. Он связан, тема прошлого, какое-то очень сильное внутреннее переживание. Период, где вы много чувствовали, где вы многое вкладывали и пытались понять, почему вот у вас так и не сложилось, в чем причина. По 10 пентаклей, девочки, человек значимый для вас. Может быть даже какие-то это и официальные отношения, либо гражданский брак, но вы были вместе очень длительный период времени. Энергетически он занимал место. Он очень сильно влиял на вас, на ваше восприятие любви, на вашу женскую уверенность, на то, как вы потом в целом смотрели на мужчин. Знаете, после этих отношений вы стали осторожнее, вы стали мудрее, вы стали жестче в каких-то отдельных моментах.
Не потому, что вы хотели стать такой, а потому, что вас заставила жизнь. Что интересно мне здесь? Карты показывают, что мужчина сам по себе не такой сильный, каким мог вам казаться раньше. Вы в нем видели фигуру, знаете, вокруг которой как будто бы вот многое крутилось вокруг него. Он мог быть важным, притягательным, эмоционально для вас значимым, прям очень значимым. Но сейчас такое ощущение мне идет, что вы начинаете видеть его иначе. Без прежнего тумана, без оправданий, без внутренней какой-то вот дрожи, да, когда человек написал и все, настроение на весь день поменялось. Сейчас вы словно смотрите на него и понимаете, а ведь там вообще не было никакой опоры, не было поддержки, которую мне так хотелось видеть. У него много чувств, но мало действия. И вот здесь прям вот такой ключ мне идет. Он может скучать, он может вспоминать, переживать, прокручивать какие-то ваши разговоры, да. Но когда речь заходит именно о поступке, он замирает. Это не человек действия. В нем есть эмоциональная тяга, я ее очень четко вижу, но нет взрослой собранности. Он хочет тепла, внимания, вашей реакции, ресурсов он ваших хочет, поддержки какой-то. Возможно, когда-то вы даже денежки помогали ему, поддерживали. Но не факт, что он готов вкладываться в той же мере. И не факт, что он готов что-то здесь менять. Появление этого человека в июле может быть очень странным. Он не придет с каким-то ясным предложением, я не вижу этого. Это будет, знаете, попытка вот снова открыть дверь, но не до конца. Сообщение, намек, звонок, реакция, там какой-то, может быть, смайлик, да, наблюдает за вашими статусами, он там в WhatsApp, ВКонтакте, ну и так далее, да. Знаете, он может действовать, но так, как будто просто проверяет, прощупывает почву и проверяет пространство. Есть ли у него к вам доступ? Имеет ли он еще на вас какое-то влияние? Энергетическое, психологическое, ну и так далее. Что мне особенно здесь интересно? Вы уже не та женщина, которая была раньше в этих отношениях. И это самое главное на сегодняшний день. Раньше он мог просто взять и заскочать вас какой-то одной фразой. Но сейчас вам потребуется гораздо больше, чтобы ему поверить. И не факт, что, в принципе, вы ему поверите. Вы уже смотрите не на слова, а на поведение. Не на то, как красиво он вспоминает, описывает, зазывает, да, а на то, что он способен вам дать на сегодняшний день. Карты здесь несут очень важное предупреждение. Не путайте ни в коем случае его тоску, его слова, ну, очень часто пустые слова на самом деле, с готовностью к отношениям. Человек не поменялся. Тоска – это когда человеку хочется взять у вас тепло, а готовность – это когда человек приходит с поступками, обязательно с ответственностью, с уважением к вашему сердцу. У этого мужчины может быть именно первая история. Ему хочется снова и снова чувствовать вашу энергию, вашу мягкость, вашу какую-то, вот, знаете, женскую силу. Но вопрос в другом, что он принесет конкретно вам. Вижу, что при его проявлении у вас может возникнуть такое, вот, знаете, смешанное чувство. С одной стороны, где-то вот вам внутри приятно, да, вот он помнит, все-таки он не забыл, а значит, что-то вот для него я значу. Но с другой стороны, быстро поднимется ощущение. Я уже проходила через это, мне это все знакомо. И вот такая вот внутренняя усталость от повторяющегося сценария будет для вас очень таким вот тревожным знаком. Девочки, обязательно хочу дополнить. Что касается вот этого мужчины, да, вашего бывшего, нельзя его полностью обесценивать. Он сейчас придет не просто для того, чтобы снова вас потревожить. Он придет как проверка, насколько вы выросли, насколько вы больше не соглашаетесь на какое-то половинчатое отношение, насколько вы умеете отличать любовь от привычки, связь
от зависимости, воспоминания от реальной перспективы. И если раньше вы могли смотреть на него снизу вверх, то сейчас энергия уже поменялась. Теперь вы уже выбираете, вообще надо ли вам это, ну да, или не надо. Ну, это, наверное, все, что я хотела сказать об этом мужчине. Больше смотреть я не буду, потому что перспективы здесь я не вижу никакой. Это не тот совершенно вариант, который вам нужен. Конечно, решать вам. Карты не принимают решения за человека. Но дальше рассматривать его в раскладе я не вижу никакого смысла. Смотрим второго мужчину. Мужчину, который уже проявляется в вашем настоящем. Что это за человек? Давайте смотреть. Что за энергия? Ничего себе. Вы с ним уже соприкасались каким-то образом, девочки. Вы знакомы лично с ним. Вы периодически переписываетесь, возможно, работаете или пересекаетесь в компании, да, в компании друзей. Даже если общение между вами на сегодняшний день какое-то небольшое, незначимое в формате переписки или редких созвонов, энергия этого мужчины, она уже вошла прочно в вашу жизнь. Знаете, что вижу я здесь? Он производит впечатление человека легкого. Не потому что несерьезный, а потому что он не любит усложнять. С ним проще разговаривать, чем молчать. Он может внезапно написать, отправить смешную картинку, фотографию, что-то прокомментировать в соцсетях, начать разговор буквально с какого-то, знаете, ну из ничего, из пустяка. Но карты показывают интересную особенность. Его активность, она нестабильная. Я в раскладе стабильности не просматриваю. Сегодня он может проявляться довольно ярко, а потом на пару дней или недель просто берет и исчезает, уходит в свои дела. Ну а потом снова появляется так, как будто, знаете, никакой паузы и не было. У некоторой части аудитории может проиграться, что мужчина не свободный, он в отношениях, либо женат, либо есть какая-то длительная связь с женщиной. Мужчина не свободен. Что могу добавить? Человек привык ждать, привык, когда женщина покажет сама интерес. Он не из тех, кто будет долго добиваться, ломиться в закрытую дверь или устраивать какие-то красивые завоевания. Нет, он не романтик. Ему важно чувствовать, что движение идет с двух сторон. Поэтому иногда, вот знаете, может показаться, что ему все равно. Такой вот безразличный, какой-то медлительный. Но это не совсем так. Что касается вас, карты показывают вообще мне очень такую интересную вещь. Вы не воспринимаете его как мужчину, который способен кардинально изменить вашу жизнь. Более того, местами даже, вы знаете, вы к нему относитесь снисходительно. Где-то, возможно, улыбаетесь его словам, где-то не принимаете всерьез его какие-то попытки понравиться, а иногда вообще отвечаете тогда, когда у вас появляется настроение. Ну, я не скажу, что такой вот жесткий игнор, но игнор все-таки с вашей стороны он присутствует. Именно вот этим вы его цепляете, вы цепляете его самолюбие. На что он рассчитывал? Он верил в то, что между вами будет история развиваться как-то вот быстрее, что ли, да? Возможно, думал, что сможет легко обратить на себя внимание, заинтересовать, но в какой-то момент столкнулся с тем, что рядом с вами привычные способы его почему-то не сработали. И чем спокойнее вы себя ведете, тем сильнее ему хочется понять, что вообще на самом деле-то между вами происходит. Смотрим далее. За вашей реакцией он следит, девочки. Вслух он не говорит, но для него это имеет значение. Даже вот какие-то мелочи он замечает. Ну, по принципу, да, через сколько минут вы ответили на его сообщение, а улыбнулись ли вы при встрече,
А запомнили ли вы ту историю, которую он вам рассказывал во время предыдущего разговора, ну и так далее, да? Знаете, в отдельные моменты он может удивляться даже тому, вот насколько важными для него становятся такие вот мелочи. При этом я не вижу здесь какой-то тяжелой энергии. Наоборот, знаете, ощущение, что с ним может показаться общение вам очень легким. После разговора с ним ваше настроение становится лучше, появляется желание улыбнуться, отвлечься от забот. Он умеет слушать, он умеет поддерживать разговор, он может поддержать собеседника. Иногда даже вот сам не понимаю, что именно этим и притягивает к себе людей, ну, особенно женщин. Здесь карты дают такой вот очень интересный совет. Не торопитесь делать выводы. Сейчас этот мужчина еще сам до конца не понимает, какое место вы начинаете занимать в его жизни. Он как будто, вы знаете, только начинает осознавать, что рядом появилась женщина, мнение которой стало для него неожиданно важным. Именно поэтому в поведении его могут быть небольшие такие вот качели. Сегодня открыт, завтра он осторожен, а потом снова делает шаг навстречу, а потом исчезает. Знаете, я вижу так, в течение июля именно с ним у вас может стать общение значительно больше. Поводов окажется больше, чем раньше. Где-то, возможно, разговоров, да, где-то появится желание увидеться, где-то возникнет такое ощущение, что между вами становится все меньше неловкости. И хотя сейчас карты, они не спешат говорить о какой-то большой любви, они четко показывают одно. Этот человек хочет стать для вас заметней. Он хочет, чтобы вы обратили еще больше внимания на него. Поэтому не стоит удивляться, если вот в июле он начнет чаще искать встречи, писать без повода, да, придумывать какие-то причины, чтобы снова и снова с вами пообщаться, попереписываться, возможно, ну или увидеться. Я вижу это так. Ну а теперь давайте смотрим нашего третьего мужчину, которого мы сегодня увидели. Что это за человек? Какие проявления от него стоит ждать в июле? Девочки, вот правда так мне интересно. Июль обещает быть настолько для вас насыщенным в личной жизни. Прям, честно, я удивлена. Третий мужчина. Что же это за человек? Давайте смотреть. Не забывайте, пожалуйста, пишите темы будущих раскладов в комментариях. Очень внимательно читаю, всегда отвечаю и в порядке очереди рассматриваю ваши заявки. Так. Ну, мои дорогие, интересная история. Мужчина, который не похож ни на первого, ни на второго. Знаете, что меня здесь цепляет больше всего? Сначала вы его даже можете и не рассматривать как потенциального мужчину для отношений. Почему? Я объясню почему. Потому что знакомство ваше начинается очень спокойно. Без желания понравиться, без красивого ухаживания, без игры в какую-то, вот, знаете, загадочность. Так вижу. У меня такое впечатление, что перед вами просто приятный человек. Человек, с которым очень и очень легко общаться, разговаривать. И вот именно эта простота сначала вас собьет с толку. Первое время инициатором общения будете не столько вы, сколько сама жизнь. Вас постоянно будут сталкивать какие-то обстоятельства. То вы случайно окажетесь в одном месте, то снова пересечетесь, то выяснится, что у вас есть какие-то общие знакомые, похожие интересы или даже какие-то, возможно, одинаковые привычки. И каждый раз, знаете, будет такое ощущение возникать странно. Опять мы встретились, опять наши дороги пересеклись. Да что ж такое? Еще такая интересная особенность. Этот мужчина, он не расскажет вам все сразу о себе. Я скажу больше, если вы ему зададите какие-то вопросы прямые, он просто переведет разговор на вас.
будет расспрашивать о вас. Ему намного интереснее наблюдать. Он наблюдатель, он слушатель, он замечает детали, причем через какие-то мелочи. Через какое-то время вы поймете, что он знает о вас гораздо больше, чем вы сами смогли, да, и успели узнать о нем. Так, что я вижу дальше? Человек, который принимал серьезные решения в одиночку, причем очень долго. Возможно, по работе, возможно, по жизни. Он привык рассчитывать только на себя. По двойке кубков, что могу сказать? Он никогда не жалуется, он не просит помощи, он не будет эмоционально никогда выяснять отношения. Если что-то случается, он уходит сначала подумать, а только потом спокойно возвращается с каким-то готовым решением. Окружению даже, вы знаете, может казаться, что он очень спокойный, чересчур спокойный. Но это не его холодность. Это привычка сначала разобраться внутри себя. Я его вижу вот таким. Еще такая интересная особенность. У него неприязнь к шуму. Он не любит шум. И я не только про какие-то громкие компании. Ему очень быстро становится тяжело рядом с людьми, которые постоянно конфликтуют, которые выясняют отношения, которые требуют какого-то повышенного внимания. Именно поэтому его очень притягивают спокойные женщины, уравновешенные женщины, не эмоциональные. Те, рядом с которыми можно выдохнуть. Именно это он почувствует рядом с вами. Что я еще хочу здесь подчеркнуть по этому мужчине? Он любит наблюдать. Он любит наблюдать за женщиной в обычной жизни. Не на празднике, не в ресторане, не в каком-то красивом платье, когда она, да, а тогда, когда она просто смеется над какой-нибудь ерундой, поправляет свои волосы, пьет кофе, смотрит в окно, выбирает продукты в магазине. Именно в такие моменты он начинает по-настоящему влюбляться. А вот вы наоборот. Вы первое время, вот знаете, как будто будете искать какой-то подвох. Вам даже может показаться, что все развивается очень спокойно. Не будет эмоциональных качелей, ревности, исчезновений не будет, каких-то громких обещаний, да, с его стороны. И внутри вот вас, вот, как мне кажется, даже промелькнет такая мысль интересная. Почему все так тихо? Как будто вот не так все идет, да? А я объясню почему. Потому что после ярких историй спокойствие, оно очень часто окажется непривычным. Но в вашей ситуации здесь вряд ли стоит искать какой-то подвох. Именно отсутствие постоянного напряжения станет главным признаком того, что с вами наконец-то появился мужчина эмоционально зрелый. С ним не придется гадать, что он чувствует. Не придется брать, да, и вытягивать признание или думать, почему он молчит третий день. Если он заинтересован, это будет видно сразу по его поступкам. Еще вижу такой интересный момент. Мужчина умеет радоваться простым вещам. Он может предложить вечером поехать и посмотреть закат, сорваться в маленькое путешествие без долгих сборов, остановить машину возле какого-то, возможно, красивого или любимого вами места. И просто потому, что захотелось вас ему порадовать. Для него счастье складывается не из дорогих подарков, а из общих впечатлений. Из впечатлений, которые оставляют приятные ощущения в душе как у вас, так и у него. Вот именно рядом с ним вы перестанете все контролировать. И впервые за долгое время появится такое ощущение, что можно расслабиться. Не думать, не просматривать там вперед на 10 шагов, да, не перечитывать там постоянно переписку, ища, возможно, какой-то подвох, а просто жить, общаться, узнавать друг друга и радоваться.
И вот в такой вот легкости начнет рождаться чувство, которое сначала вам покажется, ну, просто такой обычной дружбой, да, потом привычкой, но однажды вы поймете, что уже не представляете себе дней без этого человека. Так, дополнительно еще разложу вот на такой вопрос. Кто из этих трех мужчин действительно способен изменить вашу судьбу? Глубже немножко посмотрим, что карты скажут нам. Так. Здесь важно не просто сравнивать, да, а понять, кто из них приходит как урок, кто как опыт, а кто на самом деле способен занять место рядом с вами. Посмотрите, первый мужчина, он приходит какой-то незавершенной историей. Я вижу так. Он как будто проверяет, насколько ли вы отпустили прошлое. Именно поэтому появление может вам быть очень неожиданным и вызвать яркие эмоции. Вам даже может показаться, что сердце снова начинает вспоминать то, что давно осталось позади. Но не стоит путать воспоминания с будущим. Девочки, ни в коем случае. Иногда человек возвращается не для того, чтобы начать все сначала, а чтобы поставить последнюю точку. По второму мужчине, что я могу сказать? Он приходит для того, чтобы показать вам, какой вы стали вот сегодня, на сегодняшний день. С ним вы увидите, что уже не соглашаетесь на какую-то вот неопределенность. Вы не готовы довольствоваться редкими сообщениями и какими-то с его стороны пустыми обещаниями. Ну а если мужчина не свободен, что проиграется в некоторой части аудитории, то вы просто не готовы играть роль второй женщины в его жизни и находиться в любовном треугольнике. Так, что-то могу добавить еще здесь. Если вы раньше могли вот неделями, месяцами ждать инициативы, да, искать какие-то оправдания, то сейчас этого уже просто не будет. По третьему мужчине, что могу добавить? Здесь карты буквально начинают светиться, потому что с ним нет борьбы, с ним нет ощущения, что любовь нужно заслуживать, нет проверок, нет ревности, нет каких-то эмоциональных качелей. Вот именно такие отношения многими сначала кажутся очень необычными, потому что после бурных историй спокойствие иногда воспринимается как отсутствие чувств. Но карты говорят обратное. Именно спокойствие становится главным признаком того, что мужчина оказался очень и очень зрелым. Еще очень важную деталь я вижу, скажу сейчас. Не исключено, что в какой-то момент эти мужчины могут проявляться по отношению к вам, ну, практически одновременно. Один напишет, другой позвонит, да, а третий позовет на свидание. И вам может показаться, как будто какая-то путаница в вашей жизни, как будто вот судьба, она специально вас запутывает. Но это не так. Судьба вам показывает разницу. Разницу между человеком, который заставляет вас сомневаться, и человеком, рядом с которым становится спокойно. Разницу между красивыми словами и настоящими поступками. Поэтому карты не советуют здесь ни в коем случае выбирать сердцем в первую минуту. Наблюдайте, не торопитесь. Позвольте каждому мужчине показать себя не на словах, а в действии. Кто найдет время для встречи? Кто вспомнит о вас без повода? Кто выполнит обещание? Ну и так далее. Мужчина, он всегда ценен только поступками. Очень хочется мне вам сказать сейчас следующее. Не бойтесь в этой истории, вот в этой ситуации выбирать себя. Очень долго многие женщины привыкли выбирать отношения прям вот любой ценой, лишь бы не остаться одной, потому что одиночество боятся. Но сегодняшний расклад, он показывает совершенно другую энергию. Теперь выбирать будете вы. Не вас будут оценивать, а вы будете смотреть, кто действительно достоин занять место рядом с вами.
Именно поэтому июль становится таким необычным месяцем. Он приносит вам не просто мужчин, он приносит возможность наконец увидеть, какого отношения к себе вы действительно заслуживаете. Так, ну и хочу я еще карту выложить на совет. Совет карт, что вам обязательно нужно сделать. Давайте посмотрим, какие важные подсказки на июль дадут нам сейчас карты. Что вам нужно сделать? Главный совет на июль. Давайте смотреть. Так, смотрим. Знаете, девочки, многие из вас вот настолько привыкли переживать о том, понравитесь ли вы человеку, напишет ли, позвонит, а захочет ли он увидеться, ну и так далее. Но вот как удивительно здесь складывается картина. Как я уже говорила, первый мужчина, он заставляет вспомнить прошлое. Второй помогает увидеть, насколько вы изменились. А третий показывает, какими могут быть отношения без постоянной борьбы. И все трое, они появляются в июле не случайно. Каждый из них подсвечивает какую-то часть вашей жизни. Сейчас вам нельзя торопиться принимать решения, ни в коем случае. Июль вообще не просит какой-то спешки. Если мужчина действительно приходит по судьбе, ему не страшно подождать пару дней, да, ну или пару недель. А вот тот, кто торопит вас, требует ответа здесь и сейчас, обижается на каждую паузу или пытается вызвать чувство вины, чаще всего приходит не за любовью, а за подтверждением своей собственной значимости. Поэтому обязательно это учтите. Еще интересную вещь здесь вижу. Не рассказывайте сразу все о себе. Сейчас многие женщины, когда чувствуют симпатию, начинают полностью открываться человеку буквально за несколько дней. Делятся всеми переживаниями, рассказывают о прошлых отношениях, о своих страхах, планах, надеждах. Делать этого нельзя. Пусть мужчина тоже проходит путь узнавания. Пусть постепенно открывает вас, а не получает сразу всю книгу вашей жизни. Знаете, еще мне идет ощущение, что в июле очень важно научиться принимать внимание спокойно. Не искать подвох, да, не думать там о чем-то таком негативном, а оценивать. Если человек делает красивый поступок, просто поблагодарите. Если заботится, примите эту заботу. Не нужно сразу пытаться заслужить хорошие отношения каким-то, вот, знаете, ответным жестом. Любовь – это не соревнование, кто больше отдаст, да, и кто больше получит. И последнее, что показывают тут мне карты. Не бойтесь отпускать тех, кто заставляет вас постоянно сомневаться в собственной ценности. Там, где есть настоящее чувство, не приходится ежедневно гадать, что происходит. Да, в любых отношениях бывают вопросы, непонимания, какие-то разные характеры, да, у нас у всех. Но рядом с вашим человеком вы никогда не будете чувствовать себя лишней, неудобной, ну или какой-то там недостаточной, да. Поэтому июль, он становится для вас месяцем взрослых, очень взрослых решений. Он не просто приводит в вашу жизнь новых людей, там, мужчин. Он показывает, насколько вы готовы перестать соглашаться на меньшее, так скажу. Так, ну на сегодня у меня все. Теперь, как я и обещала, как всегда мы это делаем, в конце проводим практику. Настройтесь максимально, отбросьте все лишние мысли, положите вашу правую руку на сердце, сделайте глубокий вдох, медленный-медленный выдох. А теперь скажите: я с благодарностью отпускаю все, что больше не ведет меня к счастью.
Я открываю свое сердце взаимной любви. Пусть в мою жизнь придет только достойный мужчина, честный, любящий, надежный, с чистыми намерениями. Все случайное пусть пройдет мимо, а все мое легко найдет дорогу ко мне и останется рядом надолго. Да будет так. Аминь. Сделайте еще один глубокий вдох. Обязательно улыбнитесь и медленно откройте глаза. Пусть все самое светлое, доброе, что сегодня показали нам карты, начнет очень мягко воплощаться в вашей жизни уже совсем скоро. Вот такой сегодня у нас получился расклад, мои хорошие. Я очень надеюсь, что он откликнулся вашему сердцу, что он помог немного иначе посмотреть на то, что происходит в вашей личной жизни. Мои дорогие, обязательно поддерживайте мой канал своими лайками, комментариями, историями. И, как я сегодня уже говорила, пишите свои предложения с темами для наших будущих раскладов. Так, такой вот небольшой еще на завтра анонс. Обязательно оставайтесь со мной на канале. Уже завтра мы сделаем очень интересный расклад, который многие из вас уже просили также в комментариях. Тема будет такой. Новый мужчина, где он сейчас? Что мешает вашей встрече и как ее приблизить? Завтра мы не только посмотрим, каким будет этот мужчина, да, но и в конце мы проведем очень и очень сильную практику. Обо всем я расскажу завтра. Мои дорогие, огромное вам спасибо также за донаты, которые вы оставляете. Это очень значимая поддержка для развития моего канала. Напоминаю, если вы хотите попасть на личную консультацию, вы всегда можете записаться по номеру телефона, который указан в описании к этому видео. Ну а на сегодня все. Берегите себя и до новых встреч на моем канале.